Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости, подписчики моего канала. Наступило лето, кто-то вяжет ажурные косынки, панамки, а я своим девочкам связала вот такие красивые ажурные повязки, ободки на голову. Всем понравилось, и все, конечно же, просят еще свяжи разных цветов, а мне еще нужно дочки, племянницы, поэтому я всем своим близким девочкам вот вяжу такие красивые повязки. И, конечно же, вам, дорогие мои подписчики, покажу, как связать такие повязки от начала до конца. Подробный мастер-класс, чтобы и вы порадовали своих близких такими подарками. Но, возможно, кто-то будет и вязать на заказ такие простые, милые вещи. И вначале же, конечно, я расскажу, из какой пряжи лучше вязать такие повязки, ободки на голову. Конечно же, летом лучше всего для комфорта вязать из хлопковой пряжи. Мне нравится полухлопковая нить. Здесь я использовала пряжу Янар Джинс, моточек 50 грамм, и в нем 160 метров. Но одна ниточка довольно тонковата. Если вязать из одной нити, то узор получится более мелкий, будет хуже держать форму, а вот при вязании из двух нитей получается крупный узор для повязки, и в то же время он хорошо держит форму. Поэтому выбирайте либо пряжу средней толщины, не меньше на 100 грамм 200 метров, чтобы была толщина, или вы можете использовать, как я, ниточку в 2 сложения. И крючок у меня для вязания, так, крючок номер 4. Крючок у меня для вязания номер 4. Конечно, крючок тоже должен быть чуть тонковат для ниточки, чтобы было более плотное вязание. Вот здесь у меня разные цвета, и я буду вязать разных цветов, много повязок. Повязки вяжутся очень быстро, без обрыва нити от начала до конца. Примерно потребуется 25 грамм пряжи на вязание повязки. Вот на один моток, одного мотка хватает на 2 повязки. Дорогие рукодельницы, размер повязки, можно сказать, единый. Вот эта вот ажурная часть в длину примерно 38 сантиметров. Если у вас будет другая ниточка, другая плотность вязания, то вы можете набрать больше петель для вязания вот этой центральной части. Сейчас я буду подробно рассказывать, насколько увеличить или уменьшить можно этот ажурный узор. Итак, если вы хотите, допустим, связать такую повязку для малышки, то тоже вы можете связать на эту ажурную часть, на объем головы минус несколько сантиметров, так как повязка крепится вот такими завязками. Поэтому здесь размер единый, так как вот эта ажурная часть идет не на весь обхват головы. Итак, дорогие рукодельницы, приступаю к вязанию и вначале набираю цепочку воздушных петель. Смотрите, раппорт узора центральной части составляет 6 петель плюс 1. То есть мы вначале набираем цепочку на длину только центральной вот этой ажурной части. И далее набранную цепочку будем обвязывать узором по кругу. Всего будет провязано 2 ряда. И вот для первой части, для центральной части, я набираю всего 60 петель для 10 повторений ажурного узора. Если вам нужно набрать больше, то вы набираете 60 плюс 6 и плюс 1. Если меньше, то 60 минус 6 и плюс 1. Итак, я набрала цепочку 60 воздушных петель плюс 1, то есть всего 61 петля, и плюс еще 4 воздушные петли как петли подъема для вязания первого ряда. И теперь смотрите, делаем на крючок 2 накида, отступаем от крючка 1, 2, 3, 4 и в 5-ю петлю вводим крючок и провязываем 2 накида. Но вершину столбика с 2 накидами мы не завершаем. Вновь делаем 2 накида, вводим крючок в ту же точку и провязываем второй раз 2 накида. Делаем еще раз 2 накида, в ту же точку вводим крючок и провязываем 3-й раз только 2 накида.
И затем провязываем все петли с крючка. Вот мы провязали в конце начальной цепочки 1 лепесток. Делаем вновь на крючок 2 накида. Теперь вот от этой петли, на которой мы провязали первый лепесток, отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5 петель начальной цепочки. И в 6-ю петлю вводим крючок и провязываем из этой петли 3 раза по 2 накида. 1 раз, 2 раз и 3 раз провязываем 2 накида. Затем провязываем все петли с крючка. Мы сформировали вот 2 лепесток. Далее провязываем арочку 7 воздушных петель. 5, 6, 7. И по сути мы выполнили первое повторение узора. Далее делаем на крючок 2 накида. И вот из той же точки, что провязали предыдущий лепесток, мы провязываем 3 раза по 2 накида. 1, 2 и 3 раз. И далее провязываем все петли с крючка. Получается, мы из одной петли провязали 2 лепестка. Теперь мы делаем сразу 2 накида. От этого основания 2 лепестков отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5 и в 6-ю петлю вкалываем крючок и провязываем следующий лепесток 3 раза по 2 накида. И затем формируем лепесток все петли с крючка. И вот здесь у нас, видите, 2 лепестка соединены вверху. Далее мы провязываем арочку 7 воздушных петель. 6, 7. Набрав арочку 7 воздушных петель, делаем 2 накида на крючок. И теперь смотрите, мы из той же точки провязываем следующий лепесток. То есть мы из одной точки должны провязать 2 лепестка через арочку 7 воздушных петель. 3 раза провязываем по 2 накида, затем все петли с крючка. Теперь делаем сразу 2 накида, отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5 и в 6-ю петлю вкалываем крючок. И вновь из следующей точки нам нужно провязать 2 лепестка и между ними арочка из 7 воздушных петель. Итак, провязываем по одной стороне цепочки. Всего у нас раппорт узора 10 раз повторяется. Итак, дорогие рукодельницы, я заканчиваю вот узор вот этих лепесточков, листиков по одной стороне. И смотрите, здесь в конце делаю 2 накида. Здесь вот отсчитываю также 1, 2, 3, 4, 5. И вот из самой первой петли начальной цепочки здесь провязываю последний вот этот лепесток. 3 раза из этой петли провязываю по 2 накида. Затем все петли с крючка формируем такой лепесток, листик. И далее 4 воздушные петли. Теперь эту арочку мы закрепляем здесь столбиком без накида, вот из той же точки, из которой мы провязали лепесток, как из первой петли начальной цепочки. И смотрите, мы переходим на вязание узора по второй стороне. И здесь мы уже видим точки, из которых мы будем вязать вот наши лепестки, листики. И начинаем точно так же. 4 воздушные петли. Провязав первый листик, далее сразу делаем 2 накида и вводим крючок вот здесь, вот в точку при вязании следующих листиков. И вначале провязываем 3 раза по 2 накида,
Затем все петли с крючка мы сформировали здесь второй листик. Далее делаем арочку 7 воздушных петель. Делаем 2 накида, и здесь из той же точки мы провязываем еще один листик. Три раза провязываем по 2 накида. И далее все петли с крючка. И получается, что у нас из одной точки провязано вот со всех сторон по 4 листика. И далее у нас получается идет повтор. Делаем 2 накида и из следующей точки вяжем следующие 2 листика, и между ними идет арочка 7 воздушных петель. Далее набираем 7 воздушных петель и из той же точки вяжем еще один листик. Итак, мы провязываем узор по второй стороне тоже до конца цепочки. Итак, заканчиваю вязать вот эту вот ажурную часть, и здесь в конце провязываю последний листик. Здесь после листика не делаем арочку, и вот в основании вот первого листика вводим крючок, и здесь провязываем 3 раза по 2 накида из одной точки. И далее провязываем все петли с крючка. И смотрите, далее делаем 4 воздушные петли. Затем эту арочку закрепляем здесь вот в основании тех же лепесточков соединительным столбиком. И смотрите, далее мы начинаем вязать, по сути, второй ряд повязки. И вначале мы здесь набираем цепочку воздушных петель для завязки. Можно набирать цепочку любой длины. Я наберу 40 петель. Я набрала 40 воздушных петель, примерно 20 сантиметров будет длина завязки. Хотите, набирайте больше. Набираю еще плюс 1 воздушная петля, и теперь по набранной цепочке провязываю соединительные столбики, и провязываю соединительные столбики, получается, до вот начала ажурной части. И далее мы приступаем к обвязке вот этой центральной ажурной части. Итак, провязала соединительные столбики по набранной цепочке. Здесь последний соединительный столбик. И теперь приступаю к обвязке. И вначале мы обвязываем по арочке из 4 воздушных петель. И вначале здесь на этой арочке провязываем 3 столбика без накида. И далее столбик без накида идет на вершине вот первого листика. Далее мы переходим на вязание на следующей арочке, то есть мы здесь вершину листика пропускаем, и здесь вначале провязываем на арочке из 7 петель 4 столбика без накида. Провязав 4 столбик без накида, делаем 2 воздушные петли, затем вкалываем крючок вот в вершину последнего столбика и провязываем соединительный столбик, сформировав вот такое вот аккуратное пико. И далее еще по арочке провязываем 3 столбика без накида. Третий столбик без накида. И мы обвязали вот первую арочку. Далее переходим на вязание на второй арочке. То есть мы здесь 2 вершины пропускаем листиков. И вначале провязываем здесь 4 столбика без накида. Над вершиной 4 столбика делаем пико 2 воздушные петли и соединительный столбик в вершину. И далее еще по арочке 3 столбика без накида. Итак, мы провязываем вот по первой стороне обвязку или второй ряд.
И получается, здесь в конце я покажу, как закончить эту сторону и набрать еще вторую часть для завязки. Заканчиваю обвязку по первой стороне. И здесь, смотрите, на вершине вот последнего листика столбик без накида. И далее по арочке 3 столбика без накида. Далее выполняем здесь соединительный столбик вот на вершине столбика без накида. И здесь мы набираем цепочку 40 воздушных петель для второй завязки. Набрав эту цепочку, далее мы по этой цепочке вяжем соединительные столбики в обратном направлении. И по сути далее вторую сторону обвязки мы делаем точно так же, как от начала вязания ряда. Я заканчиваю вязание и уже выполнила обвязку по второй стороне. И здесь, смотрите, мы доводим столбики без накида вот до начала вязания. Здесь на вершине вот последнего листика столбик без накида. И затем вот здесь на арочке из 4 воздушных петель провязываем 3 столбика без накида. И здесь делаем соединительный столбик, обрезаем нить и закрепляем здесь последний столбик. И хвостик закрепляем на изнанке. И получается вот такая вот вторая красивая ажурная повязка. Дорогие рукодельницы, я надеюсь, вам был понятен и полезен этот мастер-класс. Вы свяжете себе и своим близким такие красивые аксессуары. Не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!